Пробуем новый свежий Дуюнь Маодзянь. 再拿这个，你最好是到银行去认识一下，如果他们确实说是的，等一下还没泡开。知道吧？可以，好像这里可以对，你可以拿去。就这个一杯你拿去啊，这是不一样的。不一样的，但是它直接给它。你泡一杯哎，试试看嘛看。我跟你说你是实价啦，我给你降价了。 Привет, дорогие друзья! Привет вам из провинции Гуджоу, из региона Дуюнь. Тут вообще это округ города Дуюньши. Здесь делают известнейший в Китае и пока еще не такой известнейший в России. Но мы сделаем свой вклад, чтобы стал более известным чай, который называется Дуюнь Маодзянь, или ворсистые пики из Дуюня. Вообще этот чай входит в десятку знаменитых сортов китайского чая Шиданьчха. Это зеленый чай. Делается он из разного сырья, то есть бывает маодзянь чисто только из почек, бывает маодзянь, где одна почка один лист, бывает где маодзянь одна почка два листа. А бывает самый такой диданда, то есть низкосортный маодзянь, когда там уже как повезет называется. Вот, то есть под одним и тем же именем может продаваться очень разный чай. Кроме того, разнится и обработка. Мы забрали достаточно далеко. Вообще маодзянь делается в огромном абсолютно ореоле, даже затрагивая соседние немножко регионы, потому что чай известный, соответственно, спрос на него большой. Но оригинальное место происхождения Туаньшань, мы как раз неподалеку от этого места находимся, и мы заказали сделать для нас небольшое количество именно традиционного. Также еще мы постараемся успеть на парочку других производств, где мы заказали более дешевые сорта маодзяня. И несмотря на то, что еще рано, и сейчас только с самого начала марта, но тем не менее уже делают в полном объеме и ручную обжарку, и машинную, то есть сырья уже довольно много. Глобальное потепление имеет место быть. Забрались мы достаточно далеко, приехали уже ближе к вечеру, когда чай прошел первые стадии. Технология довольно простая, она похожа на большинство видов обработки зеленого чая. То есть сначала идет сбор чая, потом идет разделение сырья в случае, если нужно отделить почку отдельно и почку с двумя с одним листом отдельно, разделяют, если необходимо. Потом чай полежать должен перед началом технологической обработки где-то час, два, три, по-разному, в зависимости от состояния листа, какая была погода, был ли туман, дождь или не было. Хотя сегодня нам повезло, как раз не было никакого дождя, не было, конечно, и солнца, было довольно пасмурно, но дождя не было, это очень здорово. Значит, чай точно будет вкуснее, я уже чувствую аромат. А после, того, как чай полежит, происходит шатинь, то есть убийство зелени, одна из самых важных стадий в производстве зеленого чая, который вбивает такой вкус, травянистый вкус зеленого чая, который делает, собственно, чай не очень вкусным, если плохо сделать шайтин. Делать шайтин, после этого, чай остужают чуть-чуть совсем, а потом, его сминают на жаунен машине. Раньше сминали вручную, сейчас в большинстве случаев, даже когда используют ручную обжарку, все равно сминают машинным образом. И после этого идет уже обжаривание вручную, которое тоже состоит из трех стадий, одновременно скручивание, обжаривание и небольшое такое встряхивание. То есть это целое такое мастерство, которое требует, кстати, довольно длительного обучения, аналогично, как мы сейчас были в соседнем районе, тоже провинции Гуджоу, где делают лунзин. Там тоже очень так видно, насколько много требуется опыта для обжарки, особенно если подольше понаблюдать. То есть целый цикл действий. И, собственно, после этого чай готов. И важно обжарить его очень хорошо для того, чтобы полностью ушла вся влага, потому что если сделать некачественно, то, в общем-то, чай может испортиться. Поэтому это очень ответственная стадия, особенно в случае, когда это делается полностью вручную.
Кстати, я вот только что говорил, что у нас стадия последняя обжарка, на самом деле не последняя стадия обжарка. После обжарки, естественно, надо еще чай высушить, потому что как бы хорошо мастер не сушил или вручную это сделать на обжарочном котле практически невозможно. Потребуется, по крайней мере, слишком много времени. То есть еще остается внутри чайного листа влага, который сушится вон на тех вот замечательных машинах. Собственно, после этого полностью финальный готовый продукт получается. В горах на самом деле есть такая распространенная вещь, как называется шань-чанга, то есть горная песня. И почти вся территория Китая это горы, поэтому в горах очень часто крестьяне поют, потому что работа у крестьян тяжелая, и до сих пор, несмотря на весь прогресс и развитие, никуда, в общем-то, крестьянская работа не делась. Радует, что во многих сферах появилась техника, оборудование, стало немножечко полегче, попроще в каких-то случаях, но, тем не менее, огромное количество ручного труда по-прежнему осталось. Поэтому есть такая история, как чайные песни. Как правило, их делают две категории крестьян, которые работают с чаем. Первая – это сборщицы, когда собирают чай, потому что это очень долгая, монотонная работа. И те, кто вручную жарит чай. Потому что эти две стадии самые больше длительные в большинстве сортов чая, в процессе производства большинства сортов чая. Это очень приятно слушать и красиво, и сейчас на самом деле не так часто попадаешь на такое, потому что все меньше и меньше ручной обработки, все больше и больше машины. Петь не всегда хотят. Вот. Но тут сегодня повезло, услышали две замечательные песни малых народностей, очень приятно как-то оживили наш вечер. Вот сзади меня как раз технолог в черной куртке. Это старший технолог завода. Он хоть и достаточно молодой, но на самом деле старше. Вот, учусь в студенческом институте. Вот, и достаточно здорово знает технологию производства чая. Сейчас он контролирует, как производит наша партия. То есть он смотрит каждого мастера. Вот как раз у меня вот в руке поднос уже полностью прошедшей стадии обжарки чая. Около 15-20 минут она происходит. Я спрашиваю, при какой температуре происходит основные стадии обработки. Первая стадия обработки – это шатин, который вот именно самой высокой температуры, это от 320 до 370 градусов. Потом, значит, уже идет у нас жжение, сминание и стадия, которую можно наблюдать здесь. То есть она же обжарка, она же сминание, потому что хоть перед этим происходит машинное сминание, по сути, сминание, которое происходит во время обжарки ручной, оно больше сминает чай, скажем так. Собственно, финальная стадия, после того, как уже произошла обжарка и сминание, идет финальная сушка. И вот финальная сушка где-то при температуре тоже от 150, от 100, нет, 130-150 градусов примерно, как правило. Чай почти полностью обжарен. 2 из 4 обжарщиков сейчас как раз последние 2 партии чая обжаривают. В одной такой корзинке, кстати, берется 500 грамм примерно чая, поэтому после обжарки, естественно, его становится немного меньше по весу. И финальная стадия – это сушка. Вот на таком вот большом станочке чай сушит вот на такой машинке. Это электрическая машина. Вот вообще в оригинале, конечно, раньше это было все в корзинах над углями, так же как сейчас это делается с улунами, делается с некоторыми сортами высокосортного, самого дорогого зеленого, желтого чая. Но большинство чая, даже такого, скажем, серьезного качества, все-таки делается уже на машинных сушках. Ну вот и готов чай. Он пока еще теплый, потому что только что его сняли с машинки для сушки.
И сейчас ему надо дать полностью остыть, и можно уже будет пробовать. Сейчас попробуем, оценим. Если нам понравится, что получилось, то этот чай появится у нас. Когда мы только на завод приехали, сначала хотел рассказать, собственно, про линию производства, первичную стадию обработки, но не успел, потому что как раз завершалось сминание на вот этих вот станках жаонен, и чай пошли жарить наверх вручную, и мы не успели, поэтому скажу сейчас. Чай уже готов наверху. Здесь полностью автоматизированная линия производства, но конкретно для маодзяни используется не все. То есть, например, здесь сначала делается шатсин на вот этом станке крутящемся. В принципе, аналогичный станок используется, например, для шенпуэра, если нет, не ручная обжарка. И потом, значит, там собирается, не гонится по конвейеру, сразу собирается и идет на станок для сминания. После уже все, идет ручная обжарка. Вот, а так эта линия предназначена для разных сортов чая. Вот, то есть здесь есть и сразу сушильный шкаф, и сразу линия туда ведет на сминание, и потом финальная сушка. То есть это, по сути, для красного чая, даже может больше для каких-то дешевых сортов зеленого, то есть каких-то других сортов чая, но не для маодзяни ручной скрутки. Вот, а так вот такой вот, можно сказать, небольшой заводик. Ну вот уже чай остыл, и теперь можно взять немножечко его попробовать. Ну все, возвращаемся с завода в дом нашего друга, владельца завода, главного технолога по совместительству. Сейчас здесь, кстати, такая приятная прохлада. Он спрашивает, холодно ли нам, говорит, да какой-то холодно, приятно, туман, влага, далеко довольно от города, воздух очень приятно. Сейчас будем пробовать только что сделанный чай. Надеюсь, он будет классный. Кстати, получилось всего лишь 5 зини. То есть это буквально там 2,5 килограмма. Ну, не взвешивали точно, но вряд ли будет сильно больше. Ну, как говорится, всегда вот такие чаи, они, к сожалению, только такими количествами, если говорить именно о несмешанном чае. Конечно, очень часто такой чай смешивают. Я такое дело не очень люблю, поэтому партии небольшие, особенно таких редких чаев. То есть одна закончится, приезжает следующая, потому что мы обычно любим чай, то есть, который собран с одного места, обработан единожды и, собственно, сразу же единой партии продается. Продался и, значит, снова заказывается. Сейчас, пока кипятится вода, мы сели в доме хозяина заводика. Нам очень повезло. Слышно, как на улице уже шумит дождь. Буквально вот мы зашли в дом, и дождь начался снова. Так что завтра чая уже не будет. Нам прям вообще очень повезло в эту поездку, потому что мы делали лунзин. А потом, значит, вчера мы поехали в Яншо, в Гулинь, тоже заехали в провинцию Гуанси. Вчера испортилась погода там, где мы делали лунзин. Потом приехали сюда, в Дуюнь. Как раз был один день дождя, он кончился. Был хороший день. Сегодня сделали чай. Вот завтра и снова тут дожди начинаются. Завтра мы еще тоже поедем на одно производство, где такой огромный объем сырья, что там сейчас всю ночь вот обрабатывают. И еще, наверное, утром мы застанем это все. Там как раз будут делать чай массового сегмента, машинной обработки. Но, может быть, кстати, что-то ручную успеем застать. Ну что же, вот вскипела водичка. Так как чай только что сделан, очень красиво, так маленькие-маленькие пузырики на поверхности всех почек. Невероятное зрелище, вообще очень красиво получается. Вообще нужно дать маодзяню еще дня 3 на выход огня. Это на самом деле очень недолго по сравнению, например, с теми же улунами, которым нужно несколько месяцев, если говорить про ушаньцы, например, для того, чтобы дать полностью выйти огню, и чай приобрел все свои краски. Не был, скажем так, не имел нот лишних во вкусе. Сейчас будем пробовать. Аромат уже мне очень нравится.